Всем привет! Я Татьяна Мединцева, и здесь мы вяжем игрушки легко и с удовольствием. Сегодня у нас мастер-класс по милой собачке. И самое приятное, в ней нет ни одной пришивной детали. Все вывязывается сразу по ходу, поэтому справится даже новичок. Так что берите крючок, пряжу и давайте вязать вместе. Вязать я буду пряжей Himalaya Dolphin Baby. Сейчас буду использовать номер 317, а вот эту вот собачку я связала номером 365. И нам понадобится где-то 30-35 грамм этой пряжи. Крючок номер 4. Также нам понадобятся ножницы, иголочка, маркер, глазки 10 мм на безопасном креплении и носик 12 мм тоже на безопасном креплении. Наполнителя нам понадобится где-то 7-10 грамм. Кстати, если вам удобнее вязать по готовым описаниям, у меня есть магазин на Etsy, где можно приобрести мастер-классы в PDF формате, и сейчас они доступны на любом языке по запросу. Видео для начинающих я, как обычно, прикреплю в правом верхнем углу в подсказках. Кто не умеет вязать совсем, то обязательно сходите посмотрите сначала это видео, а потом уже приступайте к вязанию этой собачки. Начинаем с ножек. Я делаю петельку, 2 воздушные петли и в первую набираю 6 столбиков без накида. Если вы делаете кольцо амигуруми, то можете сделать кольцо амигуруми и в это кольцо набрать 6 столбиков без накида. Это у нас 3, 4, 5, 6. Вот первый ряд мы провязали. Во втором ряду делаем 6 прибавок, то есть в каждую петельку по 2 столбика без накида вяжем, и в конце ряда будет 12 столбиков без накида. А затем в третьем ряду просто провязываем 12 столбиков без накида. Это я провязала. Вязание обязательно выворачиваем. И будем вязать дальше. А дальше у нас четвертый ряд. Вяжем 3 столбика без накида. Свяжите 1 столбик без накида и пометьте его маркером. Дальше вяжем 2, 3. Теперь делаем 3 убавки. Убавочки я делаю за передние стеночки только. Беру первую петельку за переднюю стеночку, вторую петельку за переднюю стеночку и провязываю. Это уже вторая убавка и третья убавка. И 3 столбика без накида довязываем до конца ряда. В пятом ряду вяжем 2 столбика без накида в начале ряда. Теперь делаем 1 убавку. Дальше вяжем 1 столбик без накида. Снова делаем убавку. И 2 столбика без накида довязываем до конца ряда. Ряд закончился. Четко мы пришли к началу следующего ряда. А теперь нам надо 6, 7, 8 и 9 ряд, то есть 4 ряда, провязать по 7 столбиков без накида в каждом ряду. Вот у нас сейчас 7 столбиков без накида в ряду, просто вяжем без изменений 4 ряда, в каждую петельку по столбику без накида. И, кстати, можно на этом этапе сейчас, перед тем, как мы будем вязать дальше, добавить наполнитель. Наполнитель в ножке мы добавляем только вот в эту часть, где у нас стопа. Вот, только сюда. Здесь наполнитель добавлять не нужно. Это я провязала. Вот так вот выглядит вязание сейчас. Здесь я сразу разминаю наполнитель таким образом, чтобы у нас сформировалась вот так вот красиво ножка. Маркер можно убрать. И теперь нам нужно провязать еще 2 столбика без накида
чтобы потом сложить ножку вот так вот пополам. Видите, чтобы хорошо у вас носочек был ровненько. То есть мне здесь нужно 2 столбика без накида еще довязать. Это уже не ряд, это просто мы довязываем 2 столбика без накида. Складываем ножку вот так вот пополам. И просто вместе вот эти две части нужно провязать 3 столбика без накида. То есть мы здесь зашли в следующую петельку, на этой стороне зашли полностью в петельку вот так вот насквозь. И провязываем столбик без накида. Это 1. Дальше мы тоже насквозь заходим в следующие петельки. Это 2. И вот тут тоже насквозь мы зашли и провязываем 3 столбик без накида. И у нас получается вот такая вот красивая ножка. Так, никаких там соединительных дополнительных столбиков не делаю. Ниточку обрезаю. Видите, небольшой хвостик оставляю. Теперь захожу здесь вот с краю, хватаю эту ниточку, подтягиваю, но не сильно. И уже здесь захожу рядом в петельку и завязываю узелок. Затягиваю все хорошо и ниточку прячу вовнутрь. Хорошо, еще раз все разравниваем. И вот такая вот красивая ножка получилась. Вторую вяжем точно так же. 2 ножки я связала. Дальше будем вязать ручки. Тоже делаем петельку, 2 воздушные петли и в первую набираем 6 столбиков без накида. Во втором ряду вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка, и так делаем до конца ряда. 3 раза у нас так получится сделать, и в конце ряда будет 9 столбиков без накида. То есть вяжем 1 столбик без накида, а в следующую петельку делаем прибавку. Это 1 раз. Дальше вяжем столбик без накида, и в следующую петельку прибавку. Это 2 раз. И столбик без накида, прибавка, это 3 раз. Ряд закончился. Вязание мы тоже выворачиваем. И в 3-м ряду просто провязываем 9 столбиков без накида. В 4-м ряду вяжем 1 столбик без накида, 1 убавка, и так делаем 3 раза. Как раз до конца ряда. И в конце ряда у нас будет 6 столбиков без накида. Наполнитель в ручку я не добавляю. Вот так вот у нас выглядит вязание. И теперь нам нужно 3 ряда, 5, 6, 7, провязать по 6 столбиков без накида в каждом ряду. Это я провязала. Теперь тоже складываем пополам и провязываем вместе. Вот закрываем вязание. Нам нужно провязать 3 столбика без накида вместе. То есть мы тоже заходим насквозь, вытягиваем рабочую ниточку, провязываем 1 столбик без накида. В следующей петельке заходим насквозь, провязываем 2 столбик без накида. И 3 столбик без накида провязали и вязание закрыли. Теперь обрезаем ниточку, вытягиваем, подтягиваем. На эту сторону протягиваем и завязываем узелок. Ниточку прячем вовнутрь. Вторую ручку вяжем точно так же. И дальше будем вязать ушки. Чтобы связать ушки, мы здесь оставляем хвостик небольшой, делаем петельку. И набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3.
Теперь со второй петли от крючка, вот у нас эти 3 воздушные петли. В первую мы не вяжем, вяжем во вторую. Заводим туда крючок, достаем рабочую ниточку и провязываем 1 столбик без накида. И в следующую петельку провязываем 2 столбик без накида. Это у нас был как второй ряд. Тут мы делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание. И теперь у нас эти 2 столбика без накида есть в ряду. Нам нужно сделать 2 прибавки. То есть мы заходим вот в первую петельку, провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. И во вторую петельку мы заходим и провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. Вот так вот у нас выглядит третий ряд. Снова делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание. И теперь нам нужно с 4 по 8 ряд включительно провязать по 4 столбика без накида в каждом ряду. Тоже будем поворотными рядами вязать. То есть мы вот сейчас 4 ряд вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание. И так вяжем еще 5, 6, 7 и 8 ряд. Тоже мы вяжем 4 столбика без накида. Обязательно потом делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и вот так вот вяжем до 8 ряда включительно. Это у нас уже 6 ряд. Дальше 7 ряд. И 8 ряд. Тут я делаю еще такую воздушную петельку. Ниточку обрезаю, длинный хвостик не оставляю, он нам не нужен. А теперь вот этот хвостик, который был, мы должны протянуть вот к этому хвостику. Я просто здесь по петелькам протягиваю его сюда же, к этому нашему хвостику. Вот таким образом. У меня эти 2 хвостика вместе. Вот это вот низ ушка, за вот эту часть, где хвостики, мы будем провязывать. Второе ушко вяжем точно так же. И дальше мы будем вязать хвостик. Потом все эти детальки мы будем ввязывать уже, когда полностью будем вывязывать нашего щеночка. Вяжем хвостик, делаем петельку, 2 воздушные петли. И в первую набираем 4 столбика без накида. Либо в кольцо амигуруми набираем 4 столбика без накида. Вот 3 и 4. Во втором ряду вяжем 3 столбика без накида и 1 прибавка в конце. Здесь смотрите, чтобы не запутаться. Вот 1, 2, 3, 4. То есть мы вот сюда должны зайти и начинать вязать второй ряд. Вот вяжем 1 столбик без накида, в следующую петельку 2 столбик без накида, в следующую петельку 3 столбик без накида, и в последний столбик без накида в этом ряду мы делаем прибавку. То есть провязали 2 столбика без накида в одну петельку. Теперь нам нужно вывернуть вязание. Это, конечно, сделать не очень просто, но нужно. Сейчас подтянуть. Я ногтем туда проталкиваю аккуратненько. Если ногтем не получается, то с помощью крючка туда вот хорошо продавливаю на ту сторону. Наше вязание нам нужно вывернуть вязание, как мы обычно это делаем. Так.
что сейчас у меня прям сложнее всего это дело идет. Всегда полегче, а тут прям что-то сложно было. Но я справилась. Видите, вот так вот мы вывернули вязание. Вот этот хвостик наш мы прячем внутри, туда его прям проталкиваем. И вяжем дальше. Вот так вот, видите, у нас должно быть. И вяжем дальше. Дальше третий ряд. Вяжем 4 столбика без накида. 1. Сейчас помечу, посмотрю, не пропустила я там петельку никакую. Вяжем 2, 3, 4. И делаем прибавку вот в последнюю петельку. Видите, ничего я не пропустила, все правильно. Просто, наверное, туго связала, поэтому тяжело было вывернуть. Сделали прибавочку в конце. Это был у нас третий ряд. Следующий ряд, 4. Вяжем 5 столбиков без накида и 1 прибавка в конце ряда. Вот это уже 2, 3, 4, 5. И в последнюю петельку провязываем прибавку. И дальше 5-й ряд. Вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот такой вот хвостик. Теперь мы складываем пополам его и провязываем вместе 3 столбика без накида. Закрываем вязание, как мы это делали в ручках и в ножках. То есть заходим насквозь, провязываем 1 столбик без накида, дальше 2 и 3. Видите, вот такой вот хвостик у нас получается. Здесь мы обрезаем ниточку, вытягиваем, протягиваем ее на эту сторону. Вот так вот. И здесь завязываем узелок. Все, как мы делали и с ручками, ножками. Ниточку прячем вовнутрь. Так, есть. Вот такой вот хвостик у нас получился. Начинаем вязать тельце. Делаем петельку, 2 воздушные петли и в первую набираем 6 столбиков без накида. Во втором ряду делаем 6 прибавок, то есть в каждую петельку по 2 столбика без накида вяжем. И в конце ряда будет 12 столбиков без накида. Это я провязала. Дальше идет третий ряд. Будем вязать 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 18 столбиков без накида. И затем 4-й ряд просто провяжем 18 столбиков без накида. И вязание аж выворачиваем, как обычно. Вот это я провязала, вязание выворачиваю. И дальше у нас идет 5-й ряд, будем провязывать ножки. Сразу берем ножку, чтобы это у нас была левая ножка. То есть мы носочек берем, чтобы смотрел в эту сторону. Вот таким образом берем ножку, чтобы носочек смотрел в эту сторону. То есть это у нас будет левая ножка у собачки. С ножкой провязываем сразу 3 столбика без накида. Провяжите 1 столбик без накида с ножкой и пометьте его маркером. Вот поставьте, чтобы потом все проверить. Дальше заходим в ножку, в тельце, провязываем 2 столбик без накида.
в ножку, в тельце третий столбик без накида. Теперь провязываем 5 столбиков без накида по животику. Дальше 3 столбика без накида со второй ножкой. Берем уже таким образом ножку, чтобы носочек смотрел сюда. Это будет правая ножка у собачки. Провязываем с ножкой 3 столбика без накида. Главное, не пропускайте петельки, и все получится как нужно. 1, дальше 2 и третий столбик без накида провязываем с ножкой. И теперь до конца ряда по спинке нам нужно провязать 7. Нет, мы сейчас будем вязывать хвостик, поэтому приготовьте хвостик. Вяжем сначала 2 столбика без накида. Теперь берем хвостик. Вот таким образом он у нас будет. И вместе с хвостиком провязываем 3 столбика без накида. Вот, берем, провязываем 1 столбик без накида, 2 столбик без накида и 3 столбик без накида с хвостиком мы провязали. И до конца ряда остается довязать 2 столбика без накида. Видите, дошли до маркера. Значит, мы уверены, что все вяжем правильно, все так, как должно быть. Смотрите. Вот таким образом сейчас выглядит вязание. А дальше 6-й ряд просто провязываем 18 столбиков без накида. В каждую петельку по столбику без накида вяжем. Провязала я этот ряд 18 столбиков без накида. Дальше у нас идет 7-й ряд. Будем вязать 1 столбик без накида, 1 убавка. И так делаем до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 12 столбиков без накида. А затем 8-й ряд просто провяжем 12 столбиков без накида. Это я провязала. Дальше у нас идет 9-й ряд. Вяжем 2 столбика без накида, 1 убавка. И так до конца ряда. 3 раза у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 9 столбиков без накида. Если вам нравится такой формат без пришивания, поставьте лайк. Мне будет очень приятно. Провязали. Дальше будем провязывать ручки. Это 10-й ряд. Сразу берем ручку и провязываем с ручкой 3 столбика без накида. То есть зашли сначала в ручку, затем в тельце, провязали 1 столбик без накида. Можно, кстати, перенести маркер, чтобы тоже себя потом проверить в конце ряда. В ручку зашли, в тельце провязали 2 столбик без накида. Зашли в ручку, в тельце, провязали 3 столбик без накида. Теперь провязываем 1 столбик без накида. Вот так вот уже выглядит. Теперь снова с ручкой провязываем 3 столбика без накида. Один, 2, 3. И до конца ряда остается провязать 2 столбика без накида. 1, 2. Вот так мы провязали ручки. Смотрите, какая красота! Ручки у нас над ножками. А теперь мы переходим уже на вязание головы, то есть со следующего ряда, это с 11-го, начинаем вывязывать голову. Для этого мы вяжем сейчас 9 прибавок. В каждую петельку мы будем делать прибавку. Опять же, провяжите 1 столбик без накида, поставьте маркер. Сюда вяжем 2 столбик без накида. Это мы сделали первую прибавку. Дальше мы делаем 2 прибавку. 3,
4, 5, 6, 7, 8 и 9. Видите, дошли мы до конца ряда, значит, все связано правильно. Вытяну пока ниточку, чтобы показать вам, что получилось. На этом этапе добавьте наполнитель в туловище. Хорошенечко туда вот добавляем наполнитель, формируем тельце. Так, смотрите, наполнитель я добавила. Вот такая вот красота получается. Дальше у нас 12 ряд. Будем вязать 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 9 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 27 столбиков без накида. Это я провязала. Вот так вот сейчас выглядит вязание. Дальше у нас идет 13 ряд. Вяжем 8 столбиков без накида в начале ряда. Я снова провяжу 1 столбик без накида, перенесу маркер. Вяжем дальше 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь нам нужно сделать 6 прибавок подряд. Обратите внимание, что эти прибавки у нас будут как раз вот между ручками. На передней части головы получается. Мы делаем мордочку сейчас. 6 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот так вот. И до конца ряда довязываем 13 столбиков без накида. Ряд довязали. Следующий ряд 14 просто провязываем без изменения в каждую петельку по 1 столбику без накида. Всего их сейчас 33. Вот вяжем следующий ряд 33 столбика без накида. Это я провязала. Дальше у нас идет 15 ряд. Вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь мы делаем 9 убавок подряд. Убавки я делаю за передние стеночки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И до конца ряда довязываем 9 столбиков без накида. Провязали. Следующий ряд 16, вяжем 6 столбиков без накида, затем делаем 4 убавки и до конца ряда довязываем 10 столбиков без накида. Это я провязала. Дальше у нас идет 17 ряд, вяжем 6 столбиков без накида, 4 прибавки и 10 столбиков без накида до конца ряда. Это я провязала. Дальше у нас 18 ряд, провязываем просто 24 столбика без накида. Без изменения в каждую петельку по столбику без накида вяжем целый ряд. Это я провязала.
вытяну крючок. И сейчас покажу, где мы вставляем глазки и носик. Носик нам нужно вставить между 14 и 15 рядом. Вот мы голову начали вывязывать в 11 ряду, где мы сделали 9 прибавок. Вот здесь у нас 9 прибавок, а здесь мы вязали 1 столбик без накида, 1 прибавка, целый ряд, это у нас был 12. Вот мы считаем, это 11 ряд, 12, 13, 14 и 15. То есть нам нужно между 14 и 15 рядом ставить носик посерединке. Еще как ориентир, вот мы ряд назад сделали 4 прибавки, видите их? 1, 2, 3, 4. Вот они посерединке. И вот можно как раз 2 прибавочки в одну сторону, 2 прибавочки в другую. И вот где-то здесь ставить носик, чтобы это вот у нас было посерединке. Видите, я же говорю, можно ориентироваться по прибавочкам. Вот их 4. 1, 2, 3, 4. И посерединке сюда примерно мы вставляем носик. Так, пока не закрепляем, просто поставили и смотрим. Видите, посерединке у нас вот прибавочки. И четенько вот оно идет носик. А глазки вставляем между 15 и 16. То есть это у нас был 14 и 15, а следующий 15 и 16. Вот здесь мы вставим глазки под вот этими вот прибавочками. Тоже на них ориентируемся примерно. Вот видите, у нас прибавочка была выше. И мы под прибавочкой вставили 1 глазик. И тут находим эту прибавочку последнюю. И вставляем 2 глазик. То есть, ну и, конечно же, по носику смотрим, чтобы у нас это было одинаковое расстояние от носика примерно. Теперь закрепляем нос, глазки и будем вязать дальше. У нас тут как ориентир между глазками, я там сильно не скажу, потому что у нас же тут убавки были, запутаешься. Но вам ориентироваться лучше по прибавкам. Видите, у нас вот были прибавочки в 17 ряду. 4, вот 1, 2, 3 и 4. И под прибавочками крайними у нас должны быть глазки. Вот так вот мы закрепили все. Дальше идет 19 ряд, будем провязывать ушки. Вяжем 2 столбика без накида в начале ряда. Теперь с ушком нам нужно провязать 4 столбика без накида. Вот там, где у нас ниточки, это будет верх уха. Как вы возьмете одной стороной, либо второй стороной, вообще не важно, потому что они у нас поворотными рядами связаны одинаково. То есть заходим сначала в ушко, затем в голову, провязываем столбик без накида. Вот эти вот ниточки с ушка прячем вовнутрь, они у нас будут внутри. Дальше заходим в ушко, в голову, провязываем вместе 2 столбик без накида. Также мы провязываем 3 и 4 столбик без накида вместе с ушком провязали. Вот такая вот красота. Теперь мы вяжем 10 столбиков без накида до следующего ушка. И с ушком снова провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4 столбика без накида с ушком мы провязали. И дальше до конца ряда довязываем 4 столбика без накида. Все четенько. Вот такая вот красота получается.
Добавим наполнитель, будет еще лучше. Такой же песик у нас. Так, дальше у нас идет 20 ряд. Вяжем 1 столбик без накида, 1 убавка. И так до конца ряда. 8 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 16 столбиков без накида. Довязала я этот ряд, вытянула пока что крючок, чтобы показать, что получилось. Теперь нам нужно добавить наполнитель. Хорошо добавляем вот сюда вот в щечки, формируем красиво голову. Полностью тут добавляем наполнитель. И после этого мы делаем 8 убавок. Это 21 ряд будет. Нам нужно сделать 8 убавок подряд. Вот добавила столько наполнителя. Видите, теперь сделаю 8 убавок. И тут еще останется отверстие. Добавлю еще полностью уже наполнитель. Вот 8 убавок я сделала. В следующую петельку я сделаю столбик без накида. Ниточку вытяну и обрежу, оставляя хвостик. Мы потом просто стянем колечко, но оставьте хвостик подлиннее, потому что мы этой ниточкой еще сделаем утяжку на мордочке. Ну, сколько-то там сантиметров, 20-30 оставьте. Вот тут вот так вот я подтяну. Видите, оставила еще ниточку. Теперь добавляю полностью наполнитель и покажу, как закрыть вязание. Наполнитель добавила, вставляем ниточку в иголочку и просто хватая петельки за передние стеночки, протягиваем эту ниточку по петелькам. Пока ничего не тянем, просто протягиваем в каждую петельку эту ниточку за переднюю стеночку. У нас 8 петелек. Вот мы в каждую петельку заходим, протягиваем ниточку. Вот. И теперь аккуратненько затягиваем колечко. Просто тянем за хвостик и стягиваем колечко. У нас закрывается вязание. Теперь мы заходим прямо в серединку и выходим вот сюда, вот в серединку возле шеи. Вот таким вот образом, видите? Здесь можно хорошо так распределить, если нужно. Посмотрите, какой у нас щенок получился еще без утяжки. Видите? Какая красота. Но я хочу вот эту вот часть сплюснуть. Видите, как здесь. Поэтому сделаем небольшую утяжечку. Здесь через одну петельку я иду к какому это получается? К левому глазу. Можно к правому, если хотите, это не важно. И здесь тоже через пару петелек я выхожу снова вниз, в серединку. И подтягиваю. Тут снова через петельку иду ко второму глазику. И тоже здесь через несколько петелек снова идем вниз. Вот таким образом мы подтягиваем хорошо глазки. Аккуратненько тянем за ниточку, что она у нас не очень прям крепкая. Вот мы немножко подтянули, и уже этого достаточно. Вот такой красивый песик получился. Если хотите, можете еще здесь сделать утяжку. Я, кстати, у этой собачки не делала, а у этой делала еще здесь утяжку. Но не хочу сейчас этого делать. То есть мне уже все нравится. Такой вот красивый песик у нас получился. Все здесь разравниваем. Выйду куда-то, может, под ручкой, чтобы завязать там незаметно узелок. Таким образом обрежем ниточку и хвостик спрячем вовнутрь.
Вот так вот. Все спрятали, все четенько. И вот такая вот красота. Тут я надавливаю на глазки, чтобы лучше распределить наполнитель. И такая вот красивая мордочка получилась. Вот так вот. Ну посмотрите, какое чудо-юдо. Класс. Вот такая милая собачка у нас получилась. Если вы будете вязать по этому мастер-классу, обязательно присылайте фото своих работ, мне будет очень приятно посмотреть. Можно отправить в Инстаграм или в нашу открытую группу на Facebook, все ссылки оставлю в описании под видео. И если вам понравился этот мастер-класс, подписывайтесь на канал, впереди еще много простых и красивых игрушек. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.